Где больше всего витамина С? Как вы видите, мы сделали две колонки для этого витамина, так как он содержится, во-первых, в цедре, во-вторых, в мякоти фрукта. Обратите внимание, что в цедре витамина С ровно в 3 раза больше, чем в мякоти. При этом это относится в основном к апельсинам и лимонам. В остальных цитрусовых в цедре мало этого витамина. Посмотрите на вторую строку. Лидирует по содержанию витамина С помело. Содержит 67% от суточной нормы. На втором месте апельсин 59%. На третьем лимон 58%. Однако, учитывая, что в таких количествах вы вряд ли будете кушать лимоны, помело и апельсин – это как раз те виды цитрусовых, которые предпочтительнее употреблять ради витамина С. Кстати, есть несколько признаков, которые указывают, что вы недополучаете нужное вам количество витамина С. Основные признаки дефицита витамина С. Первое. У вас очень легко появляются синяки. Второе. Вы можете чувствовать, что кожа очень сухая, грубая и неровная. Третье. Ваши ногти могут иметь форму ложки. Четвертое. Вы можете чувствовать слабость. Пятое. Десны могут начать кровоточить. Шестое. Раны плохо заживают. Седьмое. Вес может увеличиться. Восьмое. Вы все время чувствуете себя уставшим и капризным. Девятое. Вы можете испытывать кровотечение из носа. Если у вас есть один или несколько из перечисленных признаков, увеличьте поступление с пищей витамина С, и скорее всего эти проблемы исчезнут полностью или уменьшатся. И еще. Маленький совет относительно цедры. Если употреблять апельсин вместе с цедрой, то вы получите больше витамина С. Например, можно добавлять цедру апельсина и лимона в салаты и напитки и получать таким образом нужный вам витамин. Кстати, если у вас есть рецепт или способ, как употреблять цедру, напишите об этом в комментариях. Ведь у цедры специфический вкус, и не все знают, как правильно ее употреблять. А мы продолжаем. Где больше всего кремния? Говоря о цитрусовых, больше всего кремния в грейпфрутах. Это 133% от суточной нормы. Говоря простым языком, одного небольшого грейпфрута достаточно, чтобы получить необходимую вашему организму норму кремния. Немного о важности кремния. Основные признаки дефицита кремния. Первое. Нарушение состояния соединительной ткани. Это болезни костей, связок, развитие остеопороза, пародонтоза, артрозы. Второе. Поражение сосудов. Это ранний атеросклероз, повышение уровня холестерина. Третье. Сухая ранимая кожа. Четвертое. Ломкость и замедленный рост ногтей. Пятое. Снижение сопротивляемости организма к инфекциям. Шестое. Болезни легких, верхних дыхательных путей. Если у вас есть подобные проблемы со здоровьем, попробуйте ежедневно употреблять по одному грейпфруту и другие продукты питания, содержащие кремний. Это должно вам помочь. Опускаемся на строчку ниже и смотрим. Где больше всего кобальта? Говоря о цитрусовых, непревзойденный лидер по содержанию кобальта – это мандарин. В 100 граммах мандарина содержится кобальта 141% от суточной нормы. То есть, всего 70 граммов мякоти мандарина даст вашему организму нужное количество этого элемента. Интересно, что такие цитрусовые, как помело, лайм и свити, вообще не содержат кобальта. И вот основные признаки дефицита кобальта. Первое. Нарушение функционирования нервной системы. Второе. Постоянные депрессии. Третье. Невралгия. Четвертое. Приступы астмы. Пятое. Бессонница. Шестое. Шум в ушах. Седьмое. Дистрофия костной ткани. Восьмое. Разрушение слизистой оболочки желудка. Девятое. Нарушение нормального функционирования печени. Если у вас есть подобные проблемы со здоровьем, рекомендуем добавить в рацион продукты, содержащие кобальт. Один из вариантов – это съедать ежедневно мякоть 2-3 небольших мандаринов. Теперь давайте посмотрим. Где больше всего молибдена? Пятая строка таблицы. Посмотрите,
90% от суточной нормы молибдена содержит мякоть мандарина. В других цитрусовых этого элемента или вообще нет, или он находится в мизерных количествах. Оказывается, мандарины намного полезнее, чем многие думают. Немного о молибдене. Основные признаки дефицита молибдена. Первое. Неправильное развитие головного мозга. Второе. Прогрессирующая умственная отсталость. Третье. Ухудшение и потеря зрительной способности. Четвертое. Развитие злокачественных образований в пищеводе. Пятое. Импотенция. Вывод очевиден. Если у вас есть подобные проблемы, следите, чтобы ваш организм получал с пищей нужное вам количество молибдена. И мандарины вполне хороший выбор. Кстати, не подумайте, что мы рекламируем цитрусовые. Изначально мы для себя делали исследования цитрусовых, чтобы разобраться, что предпочтительнее покупать, а на что не стоит тратить деньги. Так вот, когда мы собрали все данные, то были удивлены результатами и решили поделиться этой полезной информацией с другими. Хорошо, у нас осталось еще пару нутриентов, поэтому продолжаем. Где больше всего калия? Говоря о цитрусовых, немного калия есть в помело – 9%, а также апельсинах, грейпфруте и свите. С одной стороны 8-9% – это немного, но с другой стороны, вместе с другими продуктами, это может обеспечивать вам дневную норму калия. Кстати, вот основные признаки дефицита калия. Первое. Ломкость волос. Второе. Нестабильная работа сердца. Третье. Перебои с давлением. Четвертое. Пониженный иммунитет. Пятое. Расстройство ЖКТ. В тяжелых формах гастрит и язва. Шестое. Слабость в мышцах, утомляемость. Седьмое. Частое трудное дыхание. Восьмое. Шелушение кожи. Если у вас есть подобные проблемы, проследите, чтобы калий поступал в организм в нужном количестве. И, наконец, где больше всего меди? Из цитрусовых лидирует лимон – 24% от суточной нормы. И если вы не знали, дефицит меди приводит к нарушению всасывания железа и, следовательно, к анемии. Может привести к нарушениям в образовании коллагена, приводящих к деформации костей, снижению эластичности кожи, слизистых оболочек и кровеносных сосудов. Одним словом, медь также очень важный элемент. Однако лимон вряд ли подойдет для восполнения суточной нормы меди, так как его много не съешь. В этом отношении лучше выбрать апельсин или другие продукты. Например, меди много в спирулине, устрицах, какао-порошке, орехах кешью. Смотря на эту таблицу, по суммарному количеству полезных элементов можно выделить 3 лидеров – апельсин, грейпфрут и мандарин. А, например, от покупки свити и лайма можно смело отказаться. Но разве что иногда покупать для разнообразия, хотя мы не видим в этом смысла. А по вашему мнению, какой из цитрусовых полезнее других? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях.